США готовы сдать Украину. Громкое предупреждение одного из главных людей в жизни Трампа. Зеленский под прессом, а Путин уверен в победе. Охота началась. Россия называет новой целью командующего силами беспилотных систем Украины. Тот отвечает Москве словами Булгакова. Детали. Белорусы вышли на протест. Где и почему? Громкая отставка генерала. Скандал из-за человека Кучмы, Януковича и Ющенко в украинской армии. Запад не предупредил. Экс-глава МИД Украины уверяет, что Европа знала о надвигающейся войне, но смолчала. Почему? И когда сам Кулеба возьмет оружие в руки? Неожиданный ответ. Президент идет на уступки, попытки мятежа, арест военных и огонь, который открыт на границе армиями. А еще о помиловании в Узбекистане, обзор мировых событий и прямо сейчас. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Как всегда, коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка. Пожалуйста, прямо сейчас нажмите, если не сложно, лайк. Поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях. А я начинаю. Белорусы вышли на протест. Не массовый и не в Беларуси, а в Вильнюсе. Несколько десятков человек устроили митинг под стенами посольства Беларуси. Главный лозунг «Нет гибридным атакам на Литву». Причина протеста – недавнее заявление Литвы о нарушении воздушного пространства страны налетом метеозондов с контрабандой со стороны Минска. К воротам посольства Беларуси Вильнюса принесли белые воздушные шары. Организатором протеста выступил офис белорусской оппозиционерки Тихановской. Сама Тихановская заявила, что акция стала выражением поддержки Литве и призывом к коллективным мерам против давления со стороны Лукашенко. Россия объявила войну командующему силами беспилотных систем Украины. Роберт Мадяр Бровди объявлен в международный розыск. В российском следкоме его называют главным подозреваемым в гибели журналистки Первого канала, которая получила смертельные ранения в Курской области. Майора ВСУ собираются арестовать и наказать. В официальном сообщении говорится следующее. В марте он отдал заведомо преступный приказ о дистанционном минировании местности и автодорог в Курской области. В последующем произошел подрыв автомобиля с россиянами, среди которых была военный корреспондент Первого канала Прокофьева, которая погибла от полученных ранений. Бровди объявлен в международный розыск. Расследование находится на завершающей стадии. Бровди уже ответил российскому следкому словами из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Учитывая 69 пожизненных сроков за наливайки и результаты считалочки, география передвижений добавит разноцветных впечатлений. Но помните вы, черт***ки, на вашем, понятном вам болотном языке, Аннушка уже разлила масло. Европа знала, что война на территории Украины неизбежна, но молчала. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Кулеба. Разведка докладывала лидерам ЕС о неизбежности боевых действий. Был осведомлен и канцлер Германии. По словам Кулебы, главе немецкого правительства предлагали оповестить народ о войне, которая начнется в Украине. Однако канцлер решил не волновать и не пугать население и якобы верил, что дипломатия восторжествует, утверждает Кулеба. Также экс-министр иностранных дел Украины заявил, что готов и сам воевать за родину и отправиться в окоп, но пока повестка не приходила. Придет повестка, я не буду убегать за границу. И сегодня, еще раз говорю, я не пошел добровольцем, потому что я 2,5 года занимался войной. Но и убегать для того, чтобы избежать мобилизации, когда это время придет, я тоже не буду. В Украине экстренно, без объяснения причин, уволили генерала армии. По решению командующего силами теробороны ВСУ с должности внештатного советника уволен генерал Кузьмюк. Тот самый, который был министром обороны при президенте Кучме, а также внештатным советником Януковича и Ющенко. При Кузьмюке весной 2000 года из-за ошибки на военных учениях ракета .У врезалась в жилой дом в Киевской области. Погибли люди. Он был одним из министров обороны, при котором снизилась обороноспособность Украины, говорится в экспертизе, которая была представлена на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады в ноябре 2018 года. А на этот раз фамилия и фото генерала появилась в новостных лентах 6 декабря, в День украинской армии. Кузьмук в этот день вручал награды военным теробороны. Снимки с церемонии выложили в соцсети. Это вызвало бурную реакцию украинцев. Люди возмутились, как Кузьмук снова оказался в рядах военных, да еще и в качестве свадебного генерала. Оказалось, экс-министру нашли хорошее место в теробороне еще осенью 2022 года. Кто подписал указ о назначении — загадка. Фамилию в опубликованных документах закрасили.
Удар на удар. Россия и Украина заявляют о параллельных атаках по плотинам в Харьковской и Донецкой областях. Цель – попытка срыва наступления и усложнения логистики войск. Z-блогер Юрий Подоляка, который находится под санкциями Украины и обвинен СБУ в госизмене, пишет о том, чего добиваются ВС РФ ударами по Печенежской плотине. Причем уничтожение дороги, чего мы добились, не так важно, как разрушение шлюзов. Именно их уничтожение может позволить нам лишить ВСУ здесь значимой части снабжения на следующие минимум дней 5, пока вода не спадет и можно будет навести нормально действующий понтонный мост. Украина заявляет, к атакам была готова, и они не первые по этому объекту в Харьковской области. В плотину уже прилетали кабы, дроны и ракеты различных типов. Говорят ВСУ и уверяют, что украинские войска готовы к критическому повреждению конструкции. Планы реагирования уже есть, разработаны также запасные маршруты для военных. Во-вторых, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий. И в-третьих, в случае необходимости силы обороны Украины готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по отработанным схемам. Украина бьет в ответ, но уже по дамбе в Приволье и публикует кадры атаки. Мониторинговый канал Deep State об этом ударе пишет следующее. 30-я ОМБР публикует кадры подрыва дамбы в Приволье для остановки продвижения врага. Далее река Васюковка впадает в Бахмутку. Водозабор пруда вряд ли сильно на нее повлияет. А вот что происходит по линии Приволье-Бандарная Васюковка. Вопрос открытый. США готовы сдать Украину. На кону грязная сделка с Россией. Так о нынешних переговорах между Вашингтоном и Москвой пишет издание The Guardian. В данном случае есть только один выход – спасение со стороны Европы. Но захочет ли этого Европа? Задают такой вопрос авторы материала. В публикации говорится, что Европа теоретически обладает достаточной экономической и военной мощью, чтобы поддерживать Украину и ослаблять Россию. Здесь упоминаются и российские замороженные активы. Если они будут переданы Украине, то Киев сможет и дальше противостоять Москве еще до 2027 года. Если Европа сможет обеспечить достаточную военную и экономическую поддержку Украины и одновременно экономическое давление на Россию, то в какой-то момент 2026 или 2027 года структура стимулов для Путина изменится. Генералы скажут ему «мы никуда не продвигаемся», а Центробанк «экономика трещит». Тогда прекращение огня по нынешней линии фронта станет более вероятным. В публикации при этом говорится, далее цитата, «Трудно представить формальный мирный договор, который смогли бы подписать и Путин, и Зеленский, но долгосрочное перемирие вполне реальная перспектива. А если же Трамп снова перекроет поставки американской разведки, пытаясь шантажом заставить Украину принять капитуляционный мир, это будет серьезный удар. Но украинская и европейская разведки уже способны частично закрыть эти пробелы», уточняет The Guardian. О замороженных российских активах сейчас говорят и в Кремле. Бельгийцы разумно совершенно говорят, что, послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность персональная, юридическая за эти шаги. Дайте нам гарантии. Делить с ними ответственность никто не хочет, но деньги очень хотят. Вот. Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули. Соседние же с Россией и Финляндией заявили о признании ошибки. Ошибкой называют то, что Европа десятилетиями пыталась вести энерготорговлю с Россией, полагая, что это приведет к миру между Россией и Европой. Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Хаккянен. Теперь Европа меняет стратегию, говорит он. Второй урок. Когда Россия напала на Грузию в 2008 году, Запад ничего не сделал. Когда Россия напала на Крым в 2014 году, Запад ничего не сделал. И теперь вопрос. Какова будет наша реакция? Потому что мы видели за последние 20 лет, что слабость провоцирует Россию продолжать. Поэтому общий подход к этим договоренностям должен быть мир через силу. Готова ли Америка бросить Украину и дистанцироваться от мирных переговоров? На этот вопрос накануне ответил сын Трампа. Он сделал ряд резких заявлений, направленных в адрес Зеленского, упоминая при этом коррупционный скандал и заявляя, что богачи бежали из страны, оставив воевать крестьянский класс. Отмечу, что накануне и я об этом рассказывал в предыдущих выпусках. Издание Politico писало, что европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за войну в Украине лежит на России. Однако морально готовятся и к худшему сценарию, при котором США дистанцируются и покинут Украину без всякой помощи. Дональд Трамп-младший сказал при этом следующее. Давайте послушаем. Есть ли у вас ощущение, что президент Трамп просто может отказаться от поддержки?
Думаю, он может. В этом и прелесть моего отца. В чем он уникален? Вы никогда не знаете, что он сделает. Он непредсказуем. Он не следует сценарию каждого клоуна, который десятилетиями был бюрократом. Вы не знаете. И это заставляет всех вести переговоры честно и по существу, чего слишком давно не было. Трамп-младший также считает, что Зеленский затягивает войну, потому что знает, что не выиграет на следующих выборах. The Guardian об этой речи Трампа-младшего пишет вот что. Трамп-младший не занимает никакой официальной должности в администрации своего отца, но является ключевой фигурой в движении МАГА. Его выступление отражает враждебное отношение части команды Трампа к украинскому правительству и прозвучало на фоне того, что переговорная группа Трампа оказывает давление на Киев с целью заставить его отказаться от территорий. О том, что Зеленский находится под давлением со стороны США, пишут и другие западные медиа, при этом в каждой статье упоминают о коррупционном скандале, который вспыхнул в окружении Зеленского, и это не играет ему на руку. The Times при этом пишет, Путин считает, что выигрывает свою войну с Западом. Он может быть прав. Это, кстати, заголовок статьи, в которой говорится, что успехи на поле боя и поддержка со стороны Индии и Китая означают, что у лидера Кремля нет давления, вынуждающего его подписывать мирное соглашение по Украине, а предыдущая неделя была удачной, говорится в публикации. Россия использует экономические и политические связи с незападными странами, демонстрируя провал попыток ее международной изоляции. Внутри Европы сохраняются разногласия по санкциям и конфискации российских активов, что ослабляет общий Западный фронт. Президент Украины Зеленский находится под давлением с требованием пойти на сделку. Москва, безусловно, довольна. Как выразился один российский комментатор, вот она, многополярность, глобальный ответ на гегемонистские амбиции Запада. То, что происходит в Брюсселе, Пекине и Дели, имеет отголоски в Киеве. Чем увереннее Путин чувствует позицию России и на поле боя, и в мире, тем меньше давления он ощущает с целью идти на сделку. Макрон пригрозил Си Цзиньпину, если Пекин не примет меры для сокращения торгового дисбаланса с Европейским Союзом, ЕС последует примеру США и в ближайшие месяцы введет пошлины на китайские товары, заявил президент Франции в интервью изданию Le Echo. Для европейцев, учитывая уровень роста китайской промышленности и ее беспрецедентную конкурентоспособность, ситуация критическая, говорится в материале. Китай наносит удар по сердцу европейской промышленности и инновационной модели, исторически основанной на станкостроении и автомобильной отрасли, сказал Макрон. Он также заявил, что протекционистская политика США лишь усугубляет ситуацию, массово перенаправляя китайские потоки на европейские рынки. Европа сегодня оказалась между двумя фронтами, и для европейской промышленности это вопрос жизни или смерти, потому что ЕС стал рынком для отгрузки избыточных китайских товаров, подчеркнул Макрон. Отмечу, что Макрон только вернулся из трехдневного госвизита в Китай, где он настаивал на увеличении инвестиций в экономику ЕС. Китайцы должны делать в Европе то, что европейцы делали 25 лет назад, инвестируя в Китай, включая передачу технологий, например, в гражданской атомной энергетике или авиации. Мы признаем, что они очень сильны в некоторых областях, но мы не можем постоянно только импортировать. Китайские компании должны приходить на европейскую землю, так же как и EDF, Electricité de France и Airbus. Ранее пришли в Китай, создавая ценность и возможности для Европы. Попытка мятежа, и он провален. Внимание мировой прессы приковано к действиям вооруженных сил, которые сорвали попытку госпереворота в Бенине. Это страна в Западной Африке. Об успешном окончании военной операции сообщили в правительстве Бенина. Государственный канал транслировал видеообращение гражданам министра внутренних дел страны Аласан Сейду. По его словам, небольшая группа солдат подняла мятеж в Котону, одном из крупнейших городов страны, с целью дестабилизировать государство и его институты. В настоящее время ситуация под контролем, сказал министр. А по данным AFP, арестовано около 10 военных участников бунта. Сейчас на крупных перекрестках города дежурит полиция. Попытка госпереворота произошла на фоне подготовки Бенина к президентским выборам, которые пройдут весной следующего года, пишет Рейтер, и могут положить конец правлению президента Талона, находящегося у власти с 2016 года. Столкнувшись с этой ситуацией, вооруженные силы Бенина и их руководство, верные своей присяге, остались республиканцами. Их действия позволили сохранить контроль над ситуацией и сорвать попытку переворота. Поэтому правительство призывает население продолжать свои обычные занятия.
Военные открыли огонь на границе, объявлена эвакуация, перестрелки на границе с Камбоджей. Об этом сообщили в МИД Таиланда. Там заявляют, перестрелку спровоцировали камбоджийские войска. Поэтому Таиланд был вынужден ответить в целях самообороны. В результате столкновения ранены 2 военнослужащих, отметили в тайском МИДе. Боевые действия продолжались около получаса, но Бангкок предупреждает о возможном возобновлении эскалации конфликта. В связи с этим был отдан приказ о срочной эвакуации гражданского населения из приграничных районов 4 провинций. Напомню, основной причиной пограничного напряжения между Таиландом и Камбоджей остается давний территориальный спор из-за 2 древних храмовых комплексов – Пра-Вихиар и Та-Муан-Тхом. Несмотря на то, что Международный суд ООН в 1962 году еще признал Пра-Вихиар камбоджийской территорией, это решение не положило конец конфликту. Масштабное помилование в Узбекистане в честь Дня Конституции, который Узбекистан отмечает 8 декабря, президент страны Мирзиёев помиловал более 600 человек, осужденных за различные преступления. Президентский указ уже опубликован, в нем сказано, что помиловали тех, кто искренне раскаялся в содеянном и, далее цитата, решительно встал на путь исправления. Полностью освобождены от наказания 220 осужденных, 123 выйдут по УДО, для 97 заключенных смягчили наказание. Еще 175 лицам сокращены сроки лишения свободы. Среди помилованных мужчины и женщины, уточняется в указе. Среди них есть осужденные участники запрещенных организаций. За какие еще преступления отбывали сроки помилованные, в документе не указывается. Друзья, спасибо всем за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.